Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам и народному календарю на 14 мая. Поговорим о том, что можно делать в этот день и что ни в коем случае не нужно делать в этот день. Итак, друзья, 14 мая по народному календарю отмечается праздник Еремий Запашный. Упомянутый в Ветхом Завете второй из 4 великих пророков получил имя святого Иеремия. Крестьяне называли его Еремий или Еремей Запрягальник, потому что с этого дня начинались дальнейшие и важнейшие сельскохозяйственные работы. Происходил засев и вспашка полей. В этот период просили помощь у пророка, чтобы в будущем все проросло и дало хороший урожай. Народ верил, что с помощью молитвы Еремий поможет хозяину, запряжет свою колесницу, и процесс получится быстрым и качественным. Обязательно нужно было обращать внимание и на все погодные знаки, обращаться к природе со своими пожеланиями. Так зима придет рано и будет очень морозно, если сегодня будет облачная погода. Хороший урожай будет, если наблюдается ясная погода. А вот пшеница уродится, если муравьи сытые и чистые будут. Можно начинать было сеять ячмень, если еловые шишки краснеть начали, а сосновые зеленеть. На следующий день тогда говорила о том, будет хорошая погода, если вечером роса появится. А вот лето будет жарким, если воробьи и ласточки гнездятся с северной стороны здания. Холодов больше не будет, если вернулись с юга перелетные летучие мыши. Запрещено в этот день давать деньги взаймы. Есть вероятность навредить себе в финансовых вопросах в будущем. Постарайтесь эти деньги потратить на себя и на свое развитие. Сегодня у вас получится справиться со многими делами, если будете все важные решения принимать самостоятельно, никому не позволяя оказывать на вас давление. Сегодня подходящий день для того, чтобы заняться чем-то новым. День очень подходит для посещения семинаров, конференций и других мероприятий, где можно получить важную информацию и познакомиться с людьми, которые разделяют ваши интересы. Вы охотно учитесь всему, что может вам пригодиться. Перенимаете готовый опыт, общаетесь с людьми, готовыми поделиться полезной информацией. Вы сможете с большой пользой для себя почитать познавательную литературу, а также другие источники, которые будут способствовать расширению вашего кругозора. У вас есть возможность научиться тому, что вскоре вам пригодится. Покажите применение своим талантам, покажите окружающим, на что вы способны. Нельзя сегодня грустить, лениться и жаловаться. Все плохие эмоции смогут закрепиться на долгий период с вами. Нужно наоборот сегодня проснуться и поблагодарить и себя, и этот мир, что все складывается своим чередом. У вас есть близкие люди, которые окружают вас. Вкусная еда, здоровый сон, любящий человек рядом, хорошая работа, достойная зарплата, красивая машина, список может быть достаточно большим. У каждого своя личная история. Источник сил и энергии, который до сих пор давал вам огромную силу, похоже, иссякает. Позаботьтесь сегодня о собственном благополучии. Возьмите на себя ответственность за свои действия. Признайте и примите свои пределы. Сегодня вам очень понадобится такой человек, которому можно поплакаться в жилетку, так как есть на что. Полезными для вас окажутся и посещение светских мероприятий. На них вы хорошо проведете время, сможете пообщаться со старыми знакомыми, а некоторые из вас и вовсе окажутся в центре внимания и будут этому очень рады. Благоприятный день для общения с близкими людьми. Сегодня можно договориться о совместных планах и действиях на будущее. Не исключено, что ваша помощь потребуется кому-то из самых близких людей, и отказать, конечно, будет невозможно. Хорошо сегодня проходят семейные поездки вдали от дома, многие найдут источник вдохновения или завяжут интересные знакомства. Ну а чтобы сберечь мир и спокойствие в семье, сейчас вам стоит балансировать между работой и отдыхом, между социальными и семейными отношениями. Если вы давно мечтали о пополнении семьи, это желание может исполниться.
Очень хороший, но немного беспокойный период для любовной жизни, поэтому надо почаще включать ум, чтобы избежать каких-либо ошибок, от которых будет очень и очень больно. Также сейчас прекрасный период для обновления давних отношений. В этот период можно ожидать всего от романтики до бурных отношений. Возможны и новые интересные знакомства, однако не стоит спешить принимать какие-то решения, поскольку несколько ваших желаний могут сейчас измениться. У вас может появиться смелая серия новых дружеских или любовных отношений, но они как быстро начнутся, так и быстро они закончатся. Если у вас же есть свой партнер, то стоит приложить определенные усилия, улучшить свои общения, решить проблемы, которые давно волнуют вас, и закрыть, конечно же, старые темы. Также сейчас могут очень удачно решиться имущественные вопросы, а может вы договоритесь с любимым человеком о том, где же вы будете жить. Потому что проблемы сейчас закаляют характер, а в сложных ситуациях проверяются партнеры. Есть возможность разочарования, а также необоснованная ревность и подозрения. Может поменяться ваше окружение, появляются очень интересные люди, новые романтические знакомства. Велика возможность появления людей из прошлого или, возможно, бывших знакомых. Здесь очень полезны будут откровенные разговоры, воспоминания о счастливых событиях или выяснение причин расставания. После этого вы почувствуете облегчение и будто бы камень упал с души. Если вам дороги эти отношения и вы проявляете инициативу, то очень большая вероятность их вернуть. А может и наступило время поставить точку и начать жизнь с чистого листа. Поэтому будьте осторожны и внимательны. Проявите очень большую бдительность и рассудительность. А именины сегодня отмечают Акакий, Вата, Герасим, Ефим, Игнат, Еремий, Макар, Нина, Пафнутий и Тамара. Кстати, всех Тамар поздравляем с именинами, потому что в Грузии в этот день очень ценят эту святую. Давайте еще поговорим о том, что нельзя делать в этот день. Конечно же, не следует отправляться в дальний путь, в путешествие. По возможности сегодня, 14 мая, не садитесь за руль, а воспользуйтесь общественным транспортом. Также в этот день не старайтесь ходить в грустном и подавленном настроении, потому что не нужно страдать от воспоминаний каких-то тяжелых тревог и депрессий. Такое настроение привлечет темную энергию, злую силу, так что состояние может только ухудшиться или затянется надолго. Также обращаем ваше внимание, что не нужно сегодня давать волю эмоциям, ссориться, вступать в конфликты, повышать голос и осуждать кого-либо. Состояние у людей может быть дестабилизировано, так что исход конфликта, возможно, окажется непредсказуемым. Также сегодня нельзя рисковать и идти на необдуманные поступки, иначе все это обернется против вас. Старайтесь сегодня и не говорить бранные слова, проклинать, чертыхаться. Таким образом вы можете привлечь не только нечисть, но и определенные проблемы, связанные с деньгами, в вашу жизнь. Также в этот день не рекомендуется жаловаться на свою жизнь, рассказывать кому-либо о своих проблемах и бедах, потому что их может стать еще больше. Хорошо в этот день сходить в гости или, как вариант, пригласить гостей в свой дом, устроить для них небольшой праздник. Например, посиделки с чаем на кухне. Это, знаете, благополучию в доме. Также знаете, что сегодня нельзя давать деньги в долг, потому что иначе весь год будут просить взаймы, а назад ничего не вернут. Также сегодня нельзя вести какие-либо финансовые переговоры, обсуждение бюджета, делать вклады, инвестиции, а также брать кредиты или просить в долг. Вот такие, друзья, у нас народные приметы на 14 мая 2022 года. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 14 мая 2022 года. По лунному календарю, друзья, нас с вами ожидает 13 и 14 лунный день. Растущая луна в знаке Скорпион. Вы знаете, этот день в себе таит неоднозначность. Неудачен он в том, что все как будто возвращается на круги своя. И чтобы вырваться из замкнутого круга проблем, надо поработать над собой. Между тем, в нем есть и плюсы. Это один из самых социальных дней, потому что подошло время для проведения общественных мероприятий, групповых контактов, а также накопления информации.
Проблемы сегодня возможны лишь из-за ваших прошлых ошибок, которые теперь не дают вам со спокойной совестью двигаться вперед. Не нужно встречать эти проблемы в штыки, нужно радоваться, чтобы они обнажились, и тогда все можно будет исправить. Также этот день дает такую возможность всем, но не все ею умеют воспользоваться. Если вы чувствуете, что вашей интуиции и памяти не хватает, чтобы вспомнить промахи, совершенные вами некогда, нужно настроиться на космическую энергию. Она обязательно посылает в этот день знаки или просто откровения свыше. По ним и можно узнать о том, что именно нужно исправить. Это опять действие символа этих суток. Энергетика будет способствовать раскрытию творческих начал в человеке. Именно в этот день создаются шедевры искусства. Если вы относитесь к разряду творческих людей, обязательно посвятите себя любимому делу. Пишите стихи, сочиняйте музыку, а также обязательно рисуйте картины. Сегодня активно обновляются жизненные силы, энергия, полезные вещества, все сбалансированно циркулирует в нашем организме. Также сегодня превосходный день для осознания и анализа прошлого, получения новой информации, повышения уровня образования. Сегодня будьте среди людей, благоприятен коллективный труд и творчество. Может быть, получится раз и навсегда разобраться в истоках прошлых проблем, а также распутать клубок прежних противоречий поможет, даже не удивляйтесь, простое распутывание клубка ниток. Что же касательно стрижки волос, то стрижка оздоровит выделительную и мочеполовую систему, а также поможет решить вопросы бизнеса. Также сегодня ощущается особо тесная связь со всем прошлым. Отпустите его, наконец, и позвольте новому изменить вас и вашу жизнь. И, что логично, поменяйте прическу, если вы хотите, например, каких-то положительных изменений. Если вы уже улучшаете свой имидж и, например, отращиваете длинные волосы, не забудьте немного подровнять их. Такая незначительная процедура обогатит ваши волосы и благословит на быстрый рост. Как минимум попробуйте зачесывать волосы, например, по-другому. Окраску волос лучше совсем отложить. Что же касательно прически, укладки, то делайте только в домашней обстановке и только своими руками. В этот день космическая энергия передается по новым источникам, поэтому используйте свой богатый потенциал в нужном русле. Также сегодня неблагоприятный день для совершения больших дел и путешествий, потому что есть вероятность, что все может закончиться потерей и разочарованием. Вот, друзья, у нас такая будет суббота, 14 мая. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно, и смотрите. Там много полезной, важной, нужной, интересной для вас информации.